Стильный фитнес-браслет с AMOLED-дисплеем на 1,47 дюйма, удобной эргономикой, новой системой управления сном True Sleep версии 4.0, усовершенствованным 9-осевым датчиком для точного определения положения тела при плавании, новыми алгоритмами TrueSyn версии 5.0, выявлением аритмии, интеллектуальной регулировкой яркости, временем автономной работы до 14 суток, водонепроницаемостью 5 атмосфер, совместимостью с устройствами на операционных системах Android и iOS. И обо всем этом нам заявляет, разумеется, сам производитель в рекламе к смарт-браслету Huawei Band 9. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, как всегда, расскажу. Полетели. Распаковка. Поставляется эта модель в небольшой коробке с названием и изображением модели, а также краткими характеристиками. Упаковка стандартная. В комплекте мы имеем сам смарт-браслет со съемным ремешком, зарядное устройство с 2 пинами. Заряжать смарт-браслет в подвешенном состоянии можно без проблем. Последнее — это краткое руководство. Вес смарт-браслета со стоковым ремешком составляет 17,2 грамма. Данная модель куда легче, чем Honor Band 9, обзор на который уже был на канале, а габариты 25 на 47 на 9,6 мм, ширина ремешка 15 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, плюс ежемесячно разыгрываю по одному смартфону. На данный момент это Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. И подписаться на Телеграм-канал скидок. И все, вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Помимо этого, я еще сейчас разыгрываю Poco F6 Pro. На него условия в стриме презентации на Poco F6 Pro. Перейдем же к смарт-браслету. Начнем. Поставляется Huawei Band 9 в черной, серой, золотой и розовой расцветках корпуса. Ремешки также доступны в разных расцветках и исполнениях. К примеру, у меня нейлоновый ремешок на липучке, а есть желтый ремешок с отверстиями и другие. Дизайн браслета лично мне больше импонирует, чем дизайн Honor Band 9, так как у Huawei он получился более компактный и легкий. Корпус выполнен из матового пластика, корпус не марки и сборка неплохая. Ремешок, как я уже говорил, нейлоновый с охватом запястья от 130 до 210 мм. Застежка на липучке, что довольно удобно. На мужской руке, как и на женской, смарт-браслет выглядит по мне отлично. Запястье под ремешком не потеет, ремешок не натирает. При носке Huawei Band 9 не ощущаются, спать в нем комфортно. На корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья, а также одну механическую кнопку. Она отвечает за переход в меню, а зажатием можно перейти во вкладку с выключением и перезагрузкой устройства. На борту по датчикам есть 9-осевой IMU датчик, акселерометр, гироскоп и магнитометр, оптический датчик пульса и датчик освещенности. Летим дальше. С фронтальной части у нас здесь находится слегка закругленный AMOLED-дисплей на 1,47 дюйма с разрешением 194 на 368 пикселей. Плотность пикселей в 282 ppi, боковые рамки не громадные, что не сказать про верхнюю рамку и подбородок. Интерфейс доступен на русском языке, русский шрифт хороший, как и перевод, но кому-то размер шрифта может показаться маловатым. Цветопередача отличная, картинка насыщенная и четкая, но скроллинг не плавный, так как изредка заметно подвисание. Ко всему, перемещаться по интерфейсу не сказал бы, что удобно, так как сенсорный отклик иногда не срабатывает должным образом. По яркости экрана. Экран выдает 550 люксов, что меньше, чем у Honor Band 9, но при этом яркости в целом достаточно, даже во время использования на улице в солнечный день. Автоматическая регулировка яркости на борту, отрабатывает она отлично, время до отключения экрана максимум 20 секунд, чего лично мне недостаточно. Функции постоянно включенный экран есть, можно настроить до 20 минут ее. Always on Display на борту, он не работает постоянно, так как через 5 секунд экран полностью гаснет, а иногда он не гаснет долгое время, что очень странно, магия электронов. Надеюсь, что с прошивкой это дело допилят. Стиль AODA зависит от циферблата. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно хорошо, ко всему можно выбрать, что будет загораться, циферблат или AOD. Разбудить экран тапом можно, как и выключить его, накрыв ладонью. Далее, по свайпам с главного экрана сверху вниз панель быстрого доступа, в которой есть все необходимое, к примеру, таймер, переход к настройкам, фонарик с несколькими режимами работы и поддержкой выбора цвета, свайп снизу вверх уведомления, слева направо панель с быстрым доступом к музыкальному плееру, погоде и открытым приложениям. Свайп справа налево виджеты, которые можно настроить под себя. Меню можно сортировать, и что удобно, прям через меню на браслете. В меню есть музыкальный плеер, с помощью которого можно переключать треки и регулировать громкость воспроизведенной музыки на смартфоне. Но загрузить музыку на сам смарт-браслет не получится. Далее есть погода с подробным прогнозом, фазами Луны, восходом и закатом Солнца, приливами и отливами. Календарь событий, который можно синхронизировать с календарем на смартфоне. Таймер и секундомер с возможностью работать в фоновом режиме. Будильник, который можно установить прямо со
смарт-браслета, фонарик и поиск телефона. Bluetooth-кнопки я не обнаружил в паре со смартфоном ни от Huawei, а в настройках помимо уже перечисленного есть настройка вибромотора, которая достаточно мощный и не топорный. Настроить режим «Не беспокоить», режим сна с автоматическим переходом в этот режим или установленное время. Также можно установить пин-код, включить функцию, при которой уведомления будут отображаться только когда смарт-браслет надет на запястье, и включить функцию автоматического определения некоторых видов активности. Летим дальше. Операционная система Harmony OS версии 3.1, Bluetooth версии 5.0, за что отдельный огромный минус, так как могли бы установить более новую версию Bluetooth чипа. Тренировок на борту более чем достаточно, есть отслеживание плавания в бассейне, записи тренировок, статус тренировки с отслеживанием усталости и VO2 Max. Настроек для тренировок немного, но они есть. К сожалению, включить тренировку в фоновом режиме нельзя. Встроенного GPS также нет. Шагомер у меня отрабатывал неплохо, погрешность приемлемая, но в общественном транспорте, к примеру, в автобусе, он изредка считал шаги, а также бывало, что он приплюсовывал 10 шагов к сотке. Еще один неприятный момент заключается в том, что смарт-браслет перегревается на улице, если включена тренировка. Об этом нам говорится в уведомлении о перегреве. Далее, браслет измеряет пульс, кислород в крови, уровень стресса, мониторит сон с частотой дыхания, анализирует пульсовую волну и аритмию. Пульс у воздуха, как и кислород в крови, смарт-браслет не измеряет. Пульс измеряется в ручном режиме или в авторежиме, как и SPO2 измерение уровня стресса. Претензий к корректности измерений лично у меня нет, так как даже во время активности, к примеру, на тренировках, результаты измерений достаточно верны. Сон мониторит браслет отлично, как и все фазы сна. Графики можно посмотреть на самом смарт-браслете, плюс они удобные. Ну и подробнее с ними можно ознакомиться уже в приложении на смартфоне, так как там есть функция клевер здоровья. Далее, уведомления приходят моментально, отвечать на них можно быстрыми заготовками или смайликами, но почему-то смайлики в уведомлениях не отображаются, а вот иконки приложения отображаются. Уведомления также могут приходить о входящем звонке, разряде батареи, о слишком низком или высоком пульсе и об отключении Bluetooth. Входящий звонок можно сбросить или на него можно ответить заготовкой, что удобно. Быстрые заготовки можно редактировать в приложении на смартфоне. Далее, емкость аккумулятора 180 мАч, полный цикл зарядки занимает не более 1 часа, что довольно быстро. В обыкновенном сценарии использования со всем мониторингом здоровья, с функцией автоматической регулировки яркости, с автоопределением активности, но без АОДа за сутки требуется около 12% заряда. 100% заряда хватает на 7-8 суток, что довольно хороший результат. Далее, водонепроницаемость класса 5 атмосфер, я окунул смарт-браслет в воду, по итогу с ним ничего не произошло, функционал остался рабочим и внешний браслет никак не пострадал. Плавать с ним можно, как и принимать душ. Летим дальше. Смарт-браслет совместим с Android и iOS системами, подключается данная модель к приложению Huawei Здоровье. В приложении есть 5 вкладок, это вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировок, где есть различные курсы и даже можно создать план бега с ИИ. Далее есть вкладка с полезными советами для поддержания здорового образа жизни, вкладка с подключенными устройствами и профиль. На главной странице со смарт-браслетом мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, которых в целом достаточно, но большинство из них не особо интересные. Круто, что есть кликабельные циферблаты, персонализированные циферблаты, а также можно установить любую фотографию на заставку. Далее можно воспользоваться настройками мониторинга показателей здоровья, настройка уведомлений, будильника, отчета о погоде, настройка быстрых ответов, поиск устройства, включение функции уведомления об отключении Bluetooth и стандартные настройки смарт-браслета. Обновить прошивку в приложении можно, а мне оно уже прилетало. Минусы: во время тренировки на улице летом часто выскакивает уведомление о перегреве, старая версия Bluetooth чипа, нет встроенного GPS, нет Bluetooth кнопки для удаленной фотосъемки, не на Huawei и Honor смартфонах, не факт, что, кстати, на Honor они будут, не отображаются смайлики, заметный подбородок и верхняя рамка, плохой сенсорный отклик экрана. Опять же, все возможно именно в моем браслете, у вас может быть как-то что-то по-другому. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, где мы общаемся постоянно по поводу всех железок. Резюмирую, Huawei Band 9 слегка дороже, чем Honor Band 9, если выбирать экран, то это точно Honor, но по ПО однозначно лучше Huawei, автономность практически одинаковая. Если бы я выбирал между этими двумя браслетами, то я бы лучше слегка переплатил и купил бы Huawei Band 9, так как Harmony OS имеет достаточно обширный функционал, а к этому экрану можно привыкнуть. От меня девайс сюда, подписывайтесь на канал с колоколом, еще раз огромное спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья!